Цели сеанса. Значит, хочу расторгнуть все контракты, подконтракты, крючки, зацепки с антимиром, очиститься от паразитов, грибков, особенно молочницы. Дальше буду упоминать о ней. Вернуть свое первоначальное место под солнцем, которое подарил мне Творец. Все, что принадлежит мне, пусть возвратится, принадлежит не мне, пусть возвращается в антимир. Прошу прощения, что поддавалась чужим влиянием у Творца, что поддавалась чужим влияниям и совершала непоправимые поступки и не думала о последствиях. И аспекты. Прошу прощения у своих нерожденных детей, был аборт, замершая беременность и выкидыш. Хочу посмотреть, где сейчас их души, и убрать все последствия этого. Родилась у меня дочь, ей 5 лет, поставили диагноз легкий аутизм, то есть она вербальная, все, но есть очень много проблем. Хочу найти причину ее состояния и отменить влияние на нее через меня. В 7 месяцев, вот пошли про молочницу, в 7 месяцев моей беременности, когда я была беременна, мы поменяли место жительства, поменялась вода, ну, все, так скажем, это 700 километров от прежней работы. И в моем организме обычно, когда я меняю воду, климат и все остальное, происходит стресс. И вот у меня была такая молочница жуткая, такой у меня в жизни не было, прям зелень. А тут в Канаде, пока попадешь к врачу, то проходит время. Где-то неделю я с ней жила, боролась сама. Потом врач, конечно, назначил препарат, и она ушла. Но хочу зайти в ту ситуацию, посмотреть, как эта молочница повлияла на плод, и отменить все последствия. После этого, кстати, после этой молочницы она начала внутри, вот когда я спала, ходила, сильно дергаться плод. Прям она дергалась вот так вот. Такие были, прям до рождения это все было. Еще она очень часто потом уже начала болеть вирусами, девочка, ну, в 7 месяцев. Тоже хочу зайти туда, в эту ситуацию, посмотреть, как они повлияли, отменить это влияние на нее. Второй. Мне делали кесарево сечение, была эпидуральная анестезия. Мне было, во-первых, получается, в госпиталь мы приехали в 9 утра, а сделали кесарево в 7 вечера. Это все время я не ела. И мне сделали, когда анестезию, мне было очень плохо. И когда она родилась, ее вытащили, она начала кричать. И вот у меня в голове настолько мне было плохо, она кричит, и у меня такая вот мысль в голове: боже, скорее бы она заткнулась. Вот именно не замолчала, не боже, как мне плохо, да, там ребенок мой кричит, а вот заткнулась. Так вот мне было так прям плохо. Хочу зайти в эту ситуацию и отменить мою эту такую страшную мысль и все ее последствия, потому что она реально замолчала, она очень долго не говорила. Если было такое мое влияние, мои мысли, или это не мое, не знаю, чтобы отменить, попробовать. Третье. Много лет, как это правильно сказать, немало лет назад ходила к бабкам, гадала на картах, выкачивала яйца воском, потому что были проблемы со здоровьем, искала выходы, не знала, что это неправильно. Ходила в церковь, молилась, преклонялась иконам, носила красные ниточки, иконы дома, какие-то ритуалы. Хочу это все отменить и все влияния на меня, вернуть мою энергию, которую меня забирали при этих воздействиях, при этих сеансах, при этом всем. Четвертое. Как только я поняла, что с Иваной что-то не так, мне приснился сон. Это было в 2,5 года, 2,6, когда ей было. Вот я вижу, в садик пошла, ребенок не так развивается, как все. И мне снится сон. Значит, детский сад, площадка, но почему-то на площадке колодец. И Ивана играется в этом колодце. Такие вот эти колодцы, вот эти круги такие, да, такие цементные, такие, как когда-то были. И так по кругам можно туда вниз. И она там аж в самом низу, я так заглядываю, она раз, и шубов под воду. А там стоит мальчик выше. Я ему кричу: дай ей руку, дай ей руку. Ну, он дает, не получается. Я тогда с лета туда, в эту воду, и как бы по дну рукой так мац, ее нет. У меня такой страх, ее нету. Я выскакиваю с этого колодца, а она на поляне сидит на траве, играется, сухая абсолютно, как будто бы ни в чем не бывало. А я выхожу с этого колодца мокрая и так телепаюсь с такой тяжестью, с такой на теле, на душе как бы.
Идут воспитатели и спрашивают: что с тобой, что ты такая мокрая? Я говорю: ну это все через нее, и вот этот сон прекратился. Вот хотела бы посмотреть, зайти в этот сон, что это, что он значит. А, ну вот так вот. 5. Бывшая, мой муж был женат. До нашей встречи они развелись, и когда мы начали встречаться, его бывшая жена, ее зовут Наташа, она очень, ну, наверное, она не хотела, чтобы он с кем-то там связывал отношения. И она просто делала ужасные вещи. Во-первых, она постоянно внедрялась в нашу жизнь. Она всяческими образами старалась проникнуть, что-то сказать, что-то показать, что-то сделать. Ну, у них девочка 4 годика была, когда они расстались, дочка. И вот когда мы уже поженились, она, ну, и угрожала, и, ну, такое вот всякое делала. Однажды после она, малая, приходила к нам, ну, я с ней занималась, когда муж был в отъезде, и однажды пропала у меня перчатка. Ну, нету перчатки, да и нету. Она, все шапки и перчатки очень высоко были. И спустя неделю она приходит, приводит маму и говорит: вот, малая, случайно забрала перчатку, на, типа, но я себе, ну, без задней мысли ее положила и начала дальше носить. Но потом, когда я начала очень сильно болеть, ну, вот реально болею, ангины, всякие вирусные, ну, ужас. И я потом начала задумываться об этом. Это были и причины, почему я к бабкам ходила, да, вот это вот все. Так ребенок не мог ту перчатку ну, взять, и зачем ей? То есть это было что-то сделано специально. Вот я хочу зайти в эту ситуацию, а, и отменить все, что было направлено на меня, все эти магии, которые она совершала против меня, и возвратить это все ей назад, и возвратить свое пространство. Дальше, номер 6. Подруга Алена занималась черной магией. Это мои догадки, она при мне этого не делала, но по моему пониманию, да. Отменить с ней всякую дружбу. Сейчас мы не дружим уже давно, но это было. Отменить все воздействия ее на меня. Пусть она забирает себе все эти энергии назад, под ключки, своими же руками, очищая свое эфирное пространство от последствий и воздействий на меня от нее. 7. Мама Валентина умерла в 8 году. Хочу убрать привязки и передать информацию об освобождении, посмотреть, в каком пространстве она находится. Она, когда в детстве меня ругала, она говорила такие слова: вот будут у тебя дети, посмотришь, с такой обидой. Ну, что-то я делала не так, ее это огорчало. Но на сегодняшний день, да, мне тяжело, это правда. Хочу отменить эти слова, если хоть как-то они повлияли на моего ребенка. Дальше 8. Здоровье. С 30 лет начала мучиться вот болью в позвоночнике, зажатие, болит, блокирует. С утра были такие дни, что вообще встать нельзя с кровати. Ну, всякое было. Там врачи, реабилитации. Ну, после этого, как следствие, раздражительность, тревога. Я так думаю, что это от того. Хочу убрать все воздействия, что влекут за собой зажатия, эти блоки, боли, вернуть мою силу и здоровье, и вернуть как бы силу моего позвоночника. 9. Соседка Галина, бывшая соседка по Украине, человек с черной энергией, проклинала людей прямо в глаза, обзывала. И я имела с ней конфликты, не один, но я все как бы доказывала, что вы не правы. Я просто терпеть не могу сплетни, несправедливости. Вот когда я как бы, когда была возможность что-то ей сказать, я всегда ей говорила: вы не правы, так нельзя. Но вслед за мной, наверное, всегда были те же проклятия и все. Хочу туда, хочу отменить все ее воздействия на меня, убрать все ее подключки, очищаю свое эфирное пространство от последствий на всех уровнях и во всех временах. Все вернуть ей назад, пусть заберет свое, и чужое не надо. И последний, это такой вот как бы нападение на меня. Лет 20 назад я была на море, приехала домой, никого не было. То есть я одна ночевала, я ложусь спать, закрываю глаза, и на меня
ложится вот просто тело, как Кинг-Конг какой-то. Он не душил меня, не насиловал, просто ложится, и от этого я не могу дышать. Я вскакиваю, включаю свет, сажусь. Все, ничего нету. Опять же хочу спать, опять же то же самое. Это повторялось всю ночь. Вот такие вот, оно на меня ложилось и не давало мне дышать. Где-то под утро я как бы уснула, но вот это вот такая вот у нас борьба была всю ночь. На утро я подумала, что это домовой, вернее, насчиталась в интернете, домовой, я его еще покормила на следующую ночь, договорилась с ним, но я не знала, что это такое. И вот я хочу зайти в эту ситуацию, отменить вот эти подключки, вот это вот нападение на меня. А, Призываю силы кармы на интерферентов за вторжение в мое личное пространство и запрещаю все воздействия на меня. Это был чужой Все. дом? Нет, это был мой дом. Я просто уезжала на 10 дней в море, муж был в отъезде, и я вернулась домой, и вот такое вот было. Одну ночь? Одну ночь, все. Я потом его покормила, я думала, это домовой обиделся. Мгм. Вот это до сих пор это работает, да? Задабривать агрессора. Да. Вместо Ну того, да. чтобы его вышвырнуть, как Ну да. говорится, живи своей жизнью, только подальше от меня, то задабривать. Это, конечно, неправильно. Ну, хорошо. Еще какой-то, так, дочь Иванна, да? Хорошо. Да. Что какой-то вопрос крутился. Духов не вызывала. Нет. Хорошо. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что-то мне мешало. Почему-то мои глаза моргали. И Так. моргают сейчас. Убираем все воздействия. Приказываем всем программам замолчать. Да, я в эфирном пространстве, в каком-то тяжелом пространстве. Мгм. Так, поднимайся, Виктория, максимально вверх. Да. Мгм. Что сейчас ты видишь? Сейчас я вижу, как я вышла вверх, такое, ну, светлое, очень светлое пространство, но меня вот тянет туда вниз, и я смотрю, что там, Мгм. и я вижу, что там находится, вижу колодец, на дне которого такой колодец, и на дне кто-то лежит, как будто вот так его растянули по этому кругу. Так. Кто это, Виктория, лежит? Посмотри. Я вижу вот этот сон, я вижу, я слышу, как-то идет Иванна. Мгм. И вижу этот сон, что видела Алла, и девочка играется на лугу. Мгм. А сбоку, вот так справа, появляется такой какой-то образ, силуэт, весь мокрый, но он утягивается в сектор магии. Мгм. И там у этого силуэта, где 7-я чакра, орудуют какие-то черные фигуры, которые как бы вливают какую-то энергию внутрь 7-й чакры. Мгм. Хорошо, Виктория. Понятно. И Подсоединяйся. разные ситуации с жизни Аллы вижу. Хорошо, я отсоединяюсь. Отсоединяйся, Виктория, от этих ситуаций. На счет 3. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Аллы. Алла. 1, 2, 3. Так интересно, я что-то написала вот там в этом пространстве светлом, в котором я была. Я что-то написала и положила
ручку и такой, как книжку большую. И так шмыгнула быстренько вниз Мгм. и достала оттуда Аллу. Сама достала почему-то. А она такая выглядит, как будто а, очень вытянутая энергосфера, которая утягивается, где ноги, вот в сектор интерферентов. И вся она в такой, как в сетке. И Мгм. да, Всё-таки. вот как будто бы, знаешь, вот так вот вытащила ее, и все там осталось, а здесь вытянулась часть. Мгм. Хорошо, Виктория. Считай эфирная ДНК. Алла ли это? Как-то она раздвоилась. Мгм. Это ее часть, но она вот так вот держится за сердце, там как черная пробоина. И сейчас я посмотрю. Очень сильно и тянет ее в сектор интерферентов. Мгм. Прямо такие, как тяжи энергии. И в секторе очень активный сектор магии тоже. Сейчас я посмотрю. Я ее зову, я ее стучу. Вот так буквально стучу. Мгм. Она как в колбе вот в такой. Так. И вот так стоит там и держится за сердце. Реагирует она на тебя, Виктория? Да, она что-то делает. У нее правая рука вот так сильно вытянута. А, Там, где подписание контрактов, заключение, я слышу договор с дьяволом. Вот. Мгм. И очень много этих звуков. Такие звуки, как клацание, как защелкиваются вот эти, как будто, как они, Наручники. наручники, да, металлические. Уже пару раз услышала. Мгм. Так. Так, Хорошо, сейчас я передай. считаю ее Мгм. эфирное ДНК. Я подумала только, что это я там написала? Я слышу договор об освобождении. Мгм. Интересно. Да. Так, ну хорошо. Считай эфирная ДНК. Аллы. Она ли это? Да, это она. Мгм. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. И вот так вот показывает у нее вот здесь, как черная рука, перчатка черная, ну, энергия черная. Она мне на нее показывает, и я вижу эту ситуацию в секторе магии. Мгм. Там это в секторе магии вижу эту перчатку, которую кто-то надувает, вот так, как шар. Мгм. И она становится такая, вся как шарик, с такими вот пальцами, которые Мгм. плоские. То есть они не надулись, не раздулись. А вот эта часть раздулась как шар. И там постоянно такой звук, как взрыва. Мгм. Коллапс считывается. Приказывай тому, кто надувает эту руку в секторе магии, ему я приказываю проявиться в соответствии его физическим ДНК. Я вижу 2 силуэта. Один силуэт, черный полностью, фигура черная, пришла к женщине. Женщина сидит, какая-то толстая, вся как будто в красном с цветами платке вот так накинута на нее. Толстая женщина и такие красные энергии. Это пришла
Наташа положила перчатку на стол и вот так пальцем тыкнула на... показывает ей фотографию. Мгм. А, Ага, Это Наташа. толстая женщина Мгм. с кудрями. Так, А, приказывай этой женщине назваться, кто она такая. Она говорит колдунья. И в ее пространстве, вот как этот шар, как надулся, эта перчатка надулась, то у этой женщины такой вот точно шар, и раздутый внутри, ну, Мгм. через нижние чакры, ну, идет вот так, через промежность, это подключка, и внутри вот это все раздуто, как черный шар, Мгм. считывается пустота. Вот. Так, а вот этот черный силуэт, который пришел к этой женщине, этому черному силуэту я приказываю отвечать, кто он такой. Ну, это Наташа, она говорит, что она жена, говорит, жена моего мужа. И так бьет себя в грудь и говорит, я жена. Мгм. Да, это получается Наташа, бывшая жена этого Ярослава. Да. Мгм. Так, приказывай этой Наташе отвечать, что она делает в пространстве Аллы. Она говорит так, мне нужна ее душа. Мгм. И я вижу, как эта Наташа вот так била себя в грудь, то Наташа вот так, да, идет замещение. Энергия Наташи считывается вот в груди, в сердечной чакре у Аллы. И Мгм. поэтому Алла вот так и держится за сердце. Это от этих воздействий. Мгм. Так. А что это был за момент, когда этот обмен произошел? Что было на физическом плане? Я вижу на физическом плане, Алла одевает эту перчатку на руку вот так. Ну, как Мгм. обычно перчатку одевает. Считывается, приняла. Так, спроси у Аллы, видит ли она, что произошло, когда она приняла перчатку, эти последствия? Да, она видит. Мгм. Считывается, приняла фокус. Мгм. Спроси Аллы, хочет она изменить ее решение и не принимать эту перчатку, изменить ее решение. Да, она хочет. Я вижу, как этот воздух черный, эта энергия, буквально с нее выходит. Я ей передаю, что если она хочет, она может приказать сейчас этим ведьмам убирать все воздействия на них, отказаться в том моменте принимать эту магию по отношению к себе и призывать карму, отдавать им всю карму, всю эту магию и все последствия. Мгм. И я вижу, как Алла вот так из нижней чакры вот вытаскивает такой черный, оно выглядит как шнурочек такой, на котором такой пустой шарик. И я Мгм. приказываю этим ведьмам забирать, они забирают, и вот эта Наташа, ей в рот это заходит. Мгм. Хорошо. И она хватается за нижние чакры. Я ей говорю, что я ее предупреждала. Мгм. Вот. Хорошо. И передаю Але, чтобы она очищала все ее пространство от этой магии.
Мгм. от энергий этих женщин. А это прозвучало имя этой ведьмы Клаудия. М. Вот. И я вижу, как эта вот штука, в которой как такая сетка, Ага. она вот так разорвалась на 7 чакре, и Алла выходит. Она выходит отсюда. Я вижу крылья, вот как ангел. Она Мгм. выходит, но у нее правая нога привязана в сектор интерферентов, а вот эта штука, как сетка такая, Так. она вот так как разошлась Мгм. и осталась вот возле правой ноги. Правая нога как рот, как будто бы, знаешь? Ясно. Хорошо, Виктория. Я приказываю хозяину этой сетки проявиться. Так, вижу в секторе магии. Мгм. Ам, Алла как будто бы смотрит под кровать, что-то ищет. Вот так нагнулась. Так. Сейчас я посмотрю. Она какую-то как мисочку положила туда. Ну, под какое-то вот такое, А, под так. черную такую какую-то энергию. Вот эта ситуация Кормить этого. задабривать, О. кормить этого духа. И я вижу, что когда она это сделала, когда она задобрила этого демона, то в этот момент вот я услышала вот это клацание этого э, Наручников. наручника. Оно клац, вот так, за левую руку. Я Мгм. слышу: "Моя". Сейчас я Так. посмотрю, что это было. Перед тем, как она Да, что это? Кто её давил на кто Аллу? это, да. Мгм. Я вижу, что, в дом заходит какой-то дух. Заходит и вот так, осматривается в квартире. Туда, туда, вот так Мгм. смотрит. Потом он сел куда-то, сейчас на какое-то кресло он сел и вот так задницей как-то покрутился. И он сел как напротив кровати и стал Мгм. ждать. Сейчас я приказываю ему проявиться, считаю его эфирная ДНК. Приказывает этому духу проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Считывается гибрид. Так, вижу, что у него есть такой хвост, как один из этих вот, как рот, как будто бы открытый, знаешь, как будто рыба какая-то. И у него вот этот, одна часть — это его хвост. Мгм. Какой-то гибрид, дух. Эм, Приказывай этому духу отвечать, кто он такой. он говорит: "Медиатор". Мгм. Кто такой, что за медиатор? Какой-то неясный. От него тянется в сектор, магии подключка. И я вижу те же движения, вот такие, как надувать, а потом хлопнуть. Мгм. Так, Так, я так. Кто в секторе магии находится, приказываю проявиться. так, и я слышу Галина и вижу такой черный силуэт, который вот так тьфу, плюнула кому-то в А, спину. мгм. Это так, кто проклятиями занимается. Она, да, она считывается жаждущая смерти. Вот. М. А этот медиатор — это кто такой? Я вижу, она вот так хлоп-хлоп,
себя по этому, как по карману. Это Галина, это ее дух. Мгм. И он так раз уменьшился и стал маленький, и залез ей в карман. А потом он по ее желанию вот так раз выходит, Мгм. считывается как помощник, служащий. Медиатор это как между, как медиум между, middle, посередине. Нет. То есть дух-посредник между хозяйкой Мгм. и человеком, которого она как бы хочет навредить или подсознательно, или сознательно. Так, ясно. Значит, давай посмотрим, так, какие воздействия были на Аллу в тот момент, Виктория, когда она с этой Галиной общалась. Я вижу, никогда она с ней общалась. Она общалась много раз, но Мгм. нападение вот это ключевой момент, когда это нападение произошло. И я вижу, как Алла уложилась спать, как свет выключила, Мгм. а над ней вот это появляется такая просто как плита энергетическая черная. Она какая-то безобразная, бесформенная, просто черная, как тяжелый дым. Мгм. Вот. И там что-то слышу вот эти клацания Мгм. в этом, в этой Потом. энергии. Да, клацание. Мгм. А Вот что это клацает, Виктория? я слышу, что у этой Галины приступ. У нее припадок Мгм. гнева, припадок, она теряет энергию, так как у нее нет собственной энергии, и ей нужно подпитаться. Мгм. Она вспомнила Аллу, она как-то посмотрела в окно, она вот так, вижу, оперлась на стол, посмотрела в окно, вспомнила разговор с Аллой, Мгм. и у нее как щелчок произошел, как переключатель такой, вот эти щелчки такие. Ну, не рукой, а как будто бы Мгм. такой тумблер, который переключает сознание. И этот дух пошел от нее, и я вижу, а, как Алла наклоняется и как будто бы на четвереньках стоит, и вот там, где эта энергия вот так висит, она под эту энергию вот так, это блюдечко Мгм. подставляет. И в Так. этот момент я вижу, Мгм. а, именно в этот момент я вижу, как в нее заходит эта энергия через Мгм. первые, через низ, Так. через левую ногу и через первую чакру вот так идет. Мгм. Слышу союз. И так цап, Мгм. подписан Спроси, контракт. да. Давай посмотрим, Виктория, на что в контракте согласилась Алла. Я вижу в эфирном плане, это выглядит вот так. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Она вот так как бы призывает его, как какое-то Мгм. животное. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Мгм. Вот так вот. И тоже вот этот такой звук хлопка хлопает себя тоже по ноге, и этот дух заходит. И я Мгм. вижу, как у Аллы потом э, приступы ярости.
этот дух в ней так работает, что она буквально рвет и мечет. Мгм. То налево, то направо. Ей хочется это все швырять, расшвыривать, выбрасывать. Вот. И вижу, как появляется эта привязка к правой ноге. Ну да, потому что она сделала неправильно, прикормив этого духа. Сейчас я посмотрю, какой контракт, что было дальше в эфирном плане. В эфирном плане я вижу, это выглядит, как она берет такую тяжелую энергию, как треугольник такой, и одевает как косынку, как платок на себя, на голову, так завязывает, и спускается вниз. Мгм. Так. Спустилась вниз по такому туннелю, вот так как-то, как по спиральному. Спустилась, так как-то, как Мгм. перышко полетело так туда и Мгм. остановилась в колодце. Так. И там есть какой-то черный вот такой колодец, и там в этом колодце есть такой черный какой-то клубок. Мгм. Давай посмотрим, что это за клубок. Вижу, что там такую картинку вижу, как ее рука и чья-то рука из преисподней. Вот так навстречу друг другу. Вот так соединяются как-то параллельно. Мгм. И между ними происходит вот это клацанье замка. Мгм. Да. Так, чья это рука в преисподней? Хозяину этой руки я ему приказываю проявиться в его пространстве в соответствии его эфирным ДНК. О, эта сеточка проявилась. Эта сетка, это такая, как энергия на вид, как лед, только имеет внутри такую, как армированная такая сетка. Мгм. Вот выглядит как сетка, да. Мгм. А как она считывается? Сейчас. Считывается как ловушка. Мгм. И ну, это как матрица. Мгм. Как какое-то пространство? Да, да. Так. Ловушка, оно так выглядит, как, знаешь, как большая, как, ну, как селок, только Мгм. перевернутый вверх ногами. Хорошо, Виктория. Я приказываю хозяину этого селка проявиться в его пространстве согласно эфирного ДНК. Так, внизу стоит какое-то существо, как в плаще, в черном, черные крылья, ноги расставлены, и пиндер, подключка Мгм. такая вниз черная. Так, морда какая-то странная, с рогами. Мгм. Приказываем ему отвечать, кто он такой. Это вот этот Бафомет, Мгм. но это не существо. Это считывается как погрязть, погрузить. Это вся система. Система управления душой, а внутри там кто-то черный есть. Мгм. Вздох такой тяжелый. Там вот это... Сейчас я посмотрю. И я приказываю ему назваться кто. Мгм. О, фу. Это Люцифер. Да, он выскребал такую букву «С», как когтем таким. Мгм. Сатанаил. Так. Да. Мгм. Считывается источник зла. Мгм. М, Хорошо, Виктория. И Есть тоже там? вот это, и Мгм. медиатор тоже.
То есть как посредник между чем-то и кем-то. Так, медиатор. Да. Мгм. Это относится к этому Сатанаилу, этот медиатор? Это... Да, он тоже медиатор, поэтому этот дух тоже как... это его дух. А, То есть он как существо духовное, а вот эти духи – это как сила или программа, скажем так. Дух – это многозначительное слово. Первое значение, вот когда этот первый медиатор был, это как дух, как программа, потому что дух это первое, вот это в этом значении, этот сатанаил, это духовное существо, которое имеет не физическое тело, у него тело есть, но оно духовное, другое, мгм. энергетическое, можно сказать. Вот. А его сила, ну как у нас физическая сила, вырабатывается физическим телом, а духовным телом вырабатывается дух. Да? То есть у нас есть мысли, это тоже энергия, желание тоже энергия. Вот эта энергия, этот дух, его, он проникает в любые пространства по каналам. Понятно. Это как эфирное тело, это его дух, да, и его воздействие вот эти. Нет, эфирное тело, это я считываю его эфирное тело, то есть информационно. То есть я не могу погрузиться туда, и потому что я физическая, да, но что у нас есть общее, это эфир. Мгм. Через эфир мы все как бы соединены. Эфир – это пространство, эфир – это живое пространство Вселенной. Вездесущее, можно сказать, да? Да, да, можно сказать, это как божественное тело Вселенной. И там есть вот это все. Сначала было только все чистое, а потом, когда Вселенная разделилась, Мгм. то эти тяжелые энергии, они начали утяжеляться и начали опускаться вниз вместе с этими творцами, потому что сначала Творец, первоисточник и первотворец сотворил своих, образно говоря, детей, богов, а потом эти боги, творцы, начали творить. И так как Сатанаил и его команда начали творить, каждый творец творит по своему образу и подобию. Мгм. А у них были эти помышления, ну, не чистые, и поэтому они начали как бы познавать зло и затащили в это познание зла и людей. И сейчас я вижу, как Алла это поняла, и происходит, это все разваливается, эта ситуация, когда она прикармливает этого. Я говорю, какой контракт она? Она заключила контракт. Мгм. Хотела Считывается пока. Мгм. быть подчиненной. Мгм. Почему-то звучит подлежащий. Сейчас я посмотрю, что это подлежащее. Идет вот это как это энергия черная, как Мгм. бревно вот так лежит, а она сияющая такая, как снизу. А, вот откуда. В украинском языке буквально підлеглий – это тот, что лежит, Мгм. получается, под кем-то. И она подписывает этот контракт, но по-русски оно вот так звучит подлежащее. Мгм. Так, давай посмотрим, Виктория, этот контракт. Какие условия этого контракта? Сейчас я смотрю, и она вот так смотрит, подписывает этот контракт и поворачивается, смотрит на свое будущее. И в этот момент такие черные пластинки на глазах.
но она все равно подписывает. Мгм. Так, на А, что она согласилась? Буквально считывается не видеть свет, Мгм. соглашается войти в эту матрицу, в эту сетку. И вот это слово звучит постоянно: оставаться подлежащей. Мгм. Так. Мгм. Вот, Виктория. да, она, вот эта черная энергия, она так и считывается, подлежащей под матрицей. Мгм. Так, а что она там выполняет, какую работу? Не поняла? А, Она там Что она там подписывает делает? контракт. Контракт Да. подписывает. Ну вот когда она... Ну да ладно. Хорошо. А что происходило в момент подписания контракта на физике, Виктория, в этот момент? Какое это было событие? Так. В этот момент она вот так вот утю-тю-тю-тю-тю Мгм. зовет этого, подкармливает его. Мгм. И в результате этого контракта я вижу, как этот колодец, в котором это дно, ее эфирная ДНК, вот так как растянуто, оно как будто такой лед, даже я слышу. И вот эта черная энергия как будто бы прыгает по этому льду и делает такие трещины. Вот это значит, что такое подлежащий. То есть она подчинение, Мгм. признает свое подчинение. Так. Что-то еще в контракте, Виктория. Давай посмотрим, что нам надо посмотреть. Да, я вижу, как она берет вот этот контракт и в сердечную чакру эту черную энергию вот так притаскивает, этот кружок такой, и черные такие, очень черные, как сажа, энергии вот потянулись из сектора интерферентов, из сектора магии. Все в сердечную чакру. Мгм. Так, хорошо. Спросила, видит она этот контракт, причины, почему она его заключила, этот контракт. Почему она заключила? Она вот так показывает, тук-тук-тук по голове. Вот как я ей стучала. Вот она себя постучала так. Мгм. Говорит, недостаточно знаний, отрыв от реальности. Показывает вот эти все ритуальчики, вот снимает нитку красную Мгм. с руки, яйца выкатывание, вот это все как матрица, заблуждение, отрыв от реальности. Виктория, передай Алле все из наших видео алгоритмы освобождения, информацию. Да, она говорит, я дышала. Я вижу, как она делает такой вдох глубокий, и всю эту энергию, которая там осталась, она вдыхает, и ее энергосфера вот так увеличивается, становится такая шарообразная, светящаяся. Она расторгает этот контракт, и у нее рука такая тоже с этого шара, с энергосферы. И это черная рука, которая была вот так вот. Я ей передаю, чтобы она расторгла этот контракт. Вот она эту мисочку разбивает, Мгм. отменила это подкармливать злодея и отдавала карму и приказывала, пусть они все забирают всю их магию, обман, Мгм. все последствия. И снова она из первой чакры вытаскивает такой зеленого цвета, такой этот, тоже шнурочек с таким, как пустой, эм,
Шарик как будто бы сдутый. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это за шарик. Это все имеет отношение к этому колодцу, к этому ДНК. Надо посмотреть будет, когда она впервые они получили ее эфирное ДНК, доступ к ее сознанию. Я ей передаю, чтобы сейчас она отправляла эти все энергии чужеродные в портал на утилизацию. Вижу, как это все разворачивается, как этот дух заходит, собирается сесть. Мгм. Что интересно, на этом кресле, куда он хочет сесть, там такой шпиль. И он садится, как, знаешь, как пазлы. Мгм. Он именно, что это за шпиль? Этот шпиль, это, вижу, тоже в сектор магии. Там в секторе магии крутит яйцом. Вот эти все ритуальчики, это все в кучу. Мгм. Так. Я ей передаю, что рациональная часть Аллы отказывается от всех этих похождений к бабкам, гадалкам, все эти выливания, катания. Она отказывается, возвращает все ее божественные частицы. И вижу, как эта черная энергия уходит с ее сердечной чакры. Мгм. И вот ее лицо, ее энергия с ее лицом возвращается к ней. Я ей передаю, чтобы она вернула ее энергию, очищенную от примеси чужеродных энергий, Мгм. себе и поднималась в самые высокие. Наконец-то! Наконец-то мы вышли в светлое пространство, а это так плюх, так интересно. Раньше такого не было. Я только на себе это ощущала, как эта черная энергия, она, знаешь, как два объекта, которые не склеиваются. Вот я Мгм. могу зайти там в черное пространство, а потом выхожу и вижу, как эти черные энергии так хлюп, просто отстают. И сейчас Ага. это все пространство черное, оно вот так Отклеивается. отстало, отклеилось, и Алла выходит. У нее такой, так и звучит, божественный вид, шар такой. э, но она вот так оборачивается ко мне спиной и показывает, как по позвоночнику между крыльями. У нее платье такое длинное. Мгм. И это она как ангел выглядит. И платье тянется в сектор интерферентов, а по позвоночнику такая черная полоса идет. А над головой что-то есть. Так. Как-то где седьмая чакра, оно вот так разворачивается, получается такая петля. Идет Мгм. вот так, где ноги по позвоночнику, вверху, где седьмая чакра. У нее там какой-то нимб, вот такой кружок какой-то над головой, и сквозь этот кружок сияющий эта черная энергия разворачивается и уходит туда же, в сектор интерферента. И там я смотрю, Мгм. э, куда это уходит, и попала в какое-то пространство. В этом пространстве ходят какие-то сущности, как Мгм. туманное такое пространство. И эхо идет такое. Они что-то перекладывают с места на место. Мгм. И я вижу, да, Приказывайте им интерферентам проявиться в соответствии их эфирным ДНК. проявляется какая-то сущность, как будто бы из болота сделана. Такая, и говорит так, у нее губа вот эта передняя такая, и верхняя, как вот этот рот рыбы, как будто бы я видела сначала. Вот это у него такие, а, это что-то похоже, знаешь, как обезьяна какая-то. Мгм. Как водяной из сказки. Так, Так, кто хорошо. это? Сейчас я Это посмотрю. приказывай этому существу назваться, кто он такой.
Но он называет свое имя, говорит Мемфис. А Мгм. я сейчас посмотрю, на эфирное ДНК. Что это? Посмотри, Виктория. Появляется голова человека чернокожего. Вытянутая так череп, Мгм. и губы такие большие. Так, сколько это процентов? Считывается 6. Потом, 6% чего? А, вот этого ДНК чернокожего. Мгм. да, потом идет буквально обезьяна скачет, обычная обезьяна. Мгм. А сколько обезьяны процентов? Около 2, меньше, чем 2. 1,8. Мгм. Дальше появляется вот эта обезьяна перекрывает как-то очень сильно, хлопает себя по заднице, как Мгм. обезьяна. Так, дальше что? Заморозь. Заморозь это обезьянец, Так, что-то он имеет. дальше. Звучит это все как Мемфис. Не знаю, не слышала такого слова, мне кажется. Не слышала, но и, не знаю, что это такое означает сейчас. То ли корабль какой-то американский был. Мемфис. Ну ладно. Что там? Сейчас, дальше какие-то сейчас энергии. Вижу такие черные глаза. Это как серый. Считывается гипноз. Мгм. Так. Как какое-то существо, как инопланетянин. Мгм. Очень черные энергии и глаза очень черные. Типа серого, но не серый, а черный. Мгм. О, а там дальше пошло вот так. А, Мгм. Дух Люцифера. Так, ну, сфера. И я вижу, как царь Египта говорит. Мгм. Выглядит как человек. И вот так стукнул такой палкой. А, Эта палка как такой шест, а на конце такой кружок. Вот тот, который в колодце был. Мгм. А Алла показывает, что это вот ее, говорит, сердечная чакра. Сердечная чакра. Говорит, что это, говорит, мое бытие. Вот это Мгм. я есть, быть, бытие — это как такой общий план. То есть это также считывается как гармония жизни. Мгм. Так, ладно. Так, приказывает ему Мемфису отвечать, что он делает в пространстве Аллы. Он говорит: "Она моя рабыня". Так, а что он делает в пространстве Аллы? Приказываем ему отвечать. Он показывает, как он на правую ногу, приделывает. Он со стороны магии находится, и он, приделывает ей, такой капкан, ну, на ногу такой, Мгм. как наручник, только на ногу. И вижу такую картину, как, он сидит, Мгм. как будто на троне сидит, на таком кресле с этой палкой. А она к нему подходит.
вся сияющая, но склонилась, чуть ли не Мгм. подползает. Она Так. ему что-то как будто бы принесла. Она ему принесла такую мисочку, и она держит, и эта миска в ее руках тоже сияет, и вода в этой миске тоже сияет, и он свои черные лапы туда поставил. Мгм. Ноги как будто бы моет. Так. Это Виктория на физическом плане? Ну, наверное, потому что я вижу очень большой дворец. Мгм. Это Мемфис, город Древнего Египта, еще так называется. Вот. Так. Спроси у Аллы, что она делает, зачем она Она принесла. говорит, что она служит избраннику Бога. Так. А кто этот Бог? Какого Бога? В секторе интерферентов кто-то плюнул от разочарования. Вижу, что открывается такая черная тяжелая дверь, и там кто там булькает так громко? Так. И там такое сияние внутри. И Мгм. я вижу, что там находится Алла. Ее за руку держит кто-то, а у нее вот так на левой руке что-то есть. Говорит, договор о сотрудничестве. Мгм. Вот это договор о сотрудничестве об освобождении, который я видела в начале. Интересно. Так, а кто ее держит за руку? Я ему приказываю назваться, кто он такой. Эта конструкция проявляется, вот этот Баф-Амет Мгм. сидит на троне, а там под ним вот этот, который вот кто-то пишет нам или что это такое? Не знаю, Виктория, пока не могу определить. Это мне, наверное, пишут, там Наверное. булькает. Короче, вот это вот так буква «С». Мгм. Так, буква «С». К чему эта буква относится, Виктория? Сейчас я приказываю хозяина его назваться. Мгм. Приказываю самому главному назваться, кто он такой. Мгм. Он называется, считывается противник света, но свет он крепко держит. Мгм. Я вижу, как под руку, знаешь, как две руки. Танец есть такой, руками так соединяются. И Ага. его вот эта черная рука, и он вот так под локоть держит Аллу, а Алла стоит как у порога. Я уже в это пространство зашла, готова выйти. И она приоткрыла вот так левой рукой дверь и готова выйти, как солнце светится. Мгм. И у Так. нее вот здесь, где локоть левый, он ее за правый держит. А у нее где левый, прямо она так дверь держит за ручку, а здесь вот так лежит книжка. От этой книжки такой идет, считывается договор на расторжение контракта в сектор будущего. М, и там я вижу, я слышу, это ко мне идет, Мгм. Урания. Вот у нас договор с ней. Вероятно, еще очень древний. Мгм. Так, хорошо, давай посмотрим, о каком контракте идет речь. О расторжении какого контракта?
Она вот так правой рукой вот так взяла какую-то штуку черную, как будто это кожа какая-то черная или ткань толстая. Вот так потрясла. Мгм. И там считываются эти энергии рогатого. Так и считывается система управления божественной душой. Это, Мгм. скажем так, по-простому, ну, как матрица захвата души Мгм. священной. Так, Виктория, что на физике происходило в этот момент? Это какое событие было? Когда она подписала этот Мгм. контракт, Да. когда она впервые, я вижу, что ее толкают, как будто бы из-за двери. Она считывается как наложница, и это как, Мгм. как и она, это как первое знакомство, вот. Мгм. И я вижу, что она приходит с этой мисочкой, и чтобы он там ноги помыл, этот Мгм. Мемфис. Мемфис. Так, понятно. Хорошо. Давай А посмотрим. что дальше было, интересно? Что происходило какой договор был? Потому что пока Мгм. ничего не понятно. Сейчас смотри, что происходит. Она принесла ему эту миску, его черные лапы он туда намочил. Потом он что-то взял из чаши, но в этой чаше считывается как, как души, как девушки такие, которые в этой чаше, и тянутся их энергии в сектор интерферентов к такому, считывается глобальный разум. Мгм. Там, поглощенный этими черными энергиями, этой матрицей внутри, находятся эти девушки. Он выпил вот так и сделал вот такие брызги. Не так просто плюнул, а почему-то вот так сделал. Распылил. Распылил, да. И я вижу, как он это сделал, то она вот так сделала, как закрылась Мгм. и почему-то упала и разбилась. Я вижу, она очутилась в этом колодце, и вот эта мембрана. Вот она превратилась в эту мембрану, что я видела, Мгм. на дне колодца. Считывается, что она отщепнулась от Мгм. бытия, то есть от бытия. И я Так. вижу, как сейчас, где ее частицы души. Так, а какой же контракт был, интересно? Потому что снова сразу после этого вижу, как 2 руки, черная и сияющая, вот так перекрещиваются. Да, подписание контракта. Слышу наложница. Мгм. И вижу, как она сияющая стоит, а его черная энергия вот так отсоединяется, и как такой пиндер просто сам по себе вот так под ключка заходит в первую чакру. Мгм. Они вот так как-то интересно, они вот так, это как в профиль стоят, она, это как картинка, где-то это, наверное, нарисовано, запечатлено. Она вот так стоит, а он с этой стороны. И от него такая черная энергия вот так к ней проплывает, и вижу, как это, и снова это клац, Мгм.
Так. И я вижу наложница, слышу снова. Вижу такая кровать квадратная, большая, с белыми, как шелковое покрывало. Все такое красивое. И я вижу, а, он в каких-то странных одеяниях, у него какая-то вот здесь штука, и он эту штуку клац как-то расщелкнул, а ее толкнул. И, ну, вот так толкнул сюда, в грудь, на кровать. И она так упала, и как будто бы Мгм. эта кровать, портал образовался. Она, на подсознательном уровне идет и плачет. Мгм. Так, давай посмотрим контракт, Виктория, на что она согласилась. Я вижу, что у нее на ногах образовались, такие шары черные, как у этой ведьмы были внутри, и как этот, шарик надувала на Мгм. ногах. И она идет, а у нее на ногах, куда она не ступает ногами, а там эти шары, пространство вот так разделилось. И как будто под землей эти шары. Сейчас я посмотрю, что это за шары. Мгм. Считывается принадлежность, к избранным Бога. Какого Бога? Ну, по-нашему, это переброс кармы этого Мемфиса. А кто Бог? Мгм. Приказываем этому Богу проявиться в его пространстве в соответствии его эфирным ДНК. Так и звучит. Сатана, дьявол. Мгм. И снова эта вся система, эта вся структура, и снова эта буква «С», как выцарапанная. Мгм. А выцарапанная она на, сейчас посмотрю, как будто бы ледяное такое стекло. О, считывается как призраки. Мгм. Человеческие души. А вот почему этот Мемфис, его энергия входила в состав этого существа. То есть человек-предатель, который служит дьяволу, его эфирная ДНК, его Мгм. божественная частица входит в состав э, творений этого дьявола. Мгм. Понятно. Так, и там этот находится такой код доступа к человеческим душам. Вот это стекло, на котором он нацарапал. Код доступа к человеческим душам. Мгм. Так, что это за код? Что это? Контракт. Контракт, да? О, Понятно. я вижу, как она хочет это отменить. Я вижу, что поэтому она и кормила, прикармливала этого с этой мисочкой. То есть это как напоминание из Мгм. генетической памяти, из прошлого. Я вижу, как она эту миску берет, и этому Мемфису просто по голове этой миской и забирает вот так буквально рукой, выдавливает с этой чаши, которая Мгм. там у него стояла, выдавливает, говорит, мою божественную душу. Хорошо, пусть она приказывает этому Мемфис забирать все его воздействия его руками, пусть призывает силы кармы. Я вижу, как она отказывается идти в эти наложницы. Она выходит быстро очень с этого гарема, с этой двери, поднимается вверх. И я вижу, как она снимает эти одежды красивые с себя. Ам, Мгм. И сейчас она встала вот так, где сектор будущего, первоисточника. Она вот так стоит, как у какой-то стойки, с ручкой в руках.
я ей говорю, чтобы она поворачивается, и там такая зеленая, как полоса идет, зелено-синяя. И тянется она, ее кто-то дергает за эту полосу, как ткань такая шелковая. А в секторе магии кто-то вот так дергает. Мгм. Приказывай этому, кто дергает, проявиться. Отвечать, кто он такой. Приказывай ему. Появляется, считывается Кощей. Вижу лицо этого Мемфиса, который ведет под руку. Мгм. Он как бы женился на ней, наверное. И у него на голове корона такая, считывается почему-то костлявая, но она черная, такая какая-то страшная. Но не просто на голове, а как-то над головой, как нимб с такими черными рожками. Вот. Мгм. А она идет возле него, и он так увеличивается, и потом она уменьшается, уменьшается, и перетекает ее энергия вот туда, в общее сознание призраков каких-то. Почему призраки? Сейчас я посмотрю, что это такое. Без телесных оболочек, наверное. Да, я вижу, что это именно вот эти, какая-то мембрана, озеро. Оно Мгм. вот так идет. То есть отпечаток души, какая-то часть сознания в каком-то параллельном пространстве. Оно не Мгм. может воплотиться. Я вижу. Короче, душа перевоплощается, перевоплощается, с каждым перевоплощением идет потеря, ну, как бы сказать, потенциала. Э, Мгм. Понижается число, код, я слышу, эволюционный код понижается, вот эти циферки бегут, потому что вот эти отпечатки остаются, и они уже потом не могут, воплотиться. Мгм. Я вижу их так много, они такие плоские, как, как монетки, там по пространству. А над ними такие, как порталы, как колодцы. Так, это частички души. Да, Ладно, они считываются гниение, они там свойственность. уничтожаются, Мгм. разрушаются. Но И это я является там есть вот это частички души, да? Аллы там тоже есть эти частицы. да, да, Мгм. только и когда я смотрю, то я вот вижу такое тяжелое дыхание, как Мгм. будто задыхается. Так, понятно. Хорошо, Виктория. Готова Алла все контракты эти расторгнуть с этим Кощеем? Пусть она отменит все ее решения, как-то взаимодействие с этим Кощеем и расторгнет все ее решения о сотрудничестве, подчинении. Да, а я вижу, как она, вынырнула с этой кровати. Мгм. И, вижу, как она, как будто бы ему то ли пощечину дала, какая-то от нее вот такой удар пошел. Мгм. Вот, и она стала большая, и вижу вот эта картинка, где он ее под руку взял, такой большой был, а она уменьшалась. То есть сейчас он начал уменьшаться,
она увеличивается, и я вижу, как она расторгает контракт и убирает ножку свою, просто ну так, забирает из этого кольца, разламывает это кольцо, разрывает Мгм. контракт, и я вижу, как она это кольцо одевает на шею этому Мемфису. Вот. И я так предполагаю, сейчас мне мелькнуло, эти мумии, это мумия, вот почему это как призрак. Он через эти ритуалы, он как бы я вижу, как у него много этих наложниц, жен и других, наверное, людей, с которыми он, вижу, как, а, он как призрак, Так. но он сделал вот так, что эти души, которые, соединились, он поглотил, то они превратились в эти монетки, то есть в этих призраков. А он Мгм. забрал их живую энергию, и, интересно, где он на данный момент находится. Давай посмотрим скорее. Вот он, вот он, вот я его нашла. Это вот он, это черная энергия, которая вот, лежала над ней. То есть, а, это вот этот дух, который Мгм. использует. То есть, таким образом, антимир использует, этих, людей для колдовства. Я слышу: человек к человеку. То есть Мгм. этим духам нужна эта человеческая составляющая, чтобы Мгм. вот интересно, 6. Вот оно пришло. Там же 6% человеческого было. Да. Так. Число человеческое. Мне идет вот эти слова из Библии. Число человеческое. То есть это вот эта формула угнетения человеческой души и вот этого совокупления человека, человеческой души с, этими демоническими. Да. То есть вот эта Интере формула, да. Ага. Я вижу, как она буквально душит его, и это кольцо, и эта корона с него Мгм. падает. И я ей передаю, чтобы она разрушила эти все события и забрала всю ее энергию со всех этих, ам, они Со прям всех мест, да, как со всех мест. таблеточки висят, чтобы она вернула всю ее живую душу и уничтожила все энергетические слепки, отпечатки, копии, любую информацию с антимира. И вот в Мгм. этот момент я вижу, как она буквально, знаешь, так как чпок, вот так вышла вверх, а это черное пространство ее ножку, которая утягивала, вот так вот выпустила. И сейчас с нее эта черная штука, которая вот так петлей шла, что она мне показывала, отошла. И она сматывает эту сине-зеленую материю Мгм. и в портал на утилизацию. И там взрыв произошел. Хорошо. А в этот момент я вижу, как в секторе будущего и в секторе миссии. Там же будущее и прошлое, чистое прошлое в одном спектре находится и в одном секторе. Мгм. Я одномоментно вижу, как эм, танец такой снова, как будто такая нимфа красивая
танцует с этим козлом, ноги козлиные и рога на голове, и он уменьшается и уходит. И она вот так берет эту черную руку в себя, а, и она пух, и исчезла все. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее энергетические центры от всех чужеродных чипов, имплантов, программ, от всех подключек, от всего чужеродного. Пусть он это сделает, отправляет это все на аннигиляцию, сжигает, закрывает порталы. Вот Пусть так Алла интересно. проявит. Мгм. А вот этот, помнишь, я говорила, колечко такое над головой? Да, нимб, ты говорила. Да, и он вот так вот расширился. Он как бы Мгм. сдерживал что-то, и он вот так расширился, и образовался Тор. Мгм. И она Очень. смотрит на себя вот так, руки, а всё энергия вот так красиво движется. Я ей говорю, что вот эта подключка к сексуальной чакре еще тянется в сектор магии. Есть у нее подключка от сексуальной чакры. Приказываю тому, кто в секторе магии, проявиться согласно физической ДНК. Какой-то шулер звучит. Приказываем этому шулеру отвечать, кто он такой на физике. На физике никто не проявляется. Так, приказываем ему проявиться в соответствии с его физическим ДНК. Это приказ. Он говорит, что у него нет физического тела, что он дух. Так, а каким он образом находится в секторе магии? Считывается магнетизм. Так, это такой шлейф идет с ее нижней чакры, как будто ткань такая. Потом в сектор магии разворачивается, идет вниз, а внизу находится такой, как веретено так крутится, такой шест. Потом эта энергия вот так наматывается, делается как шар и крутится на таком вот этом плоскость, как в колодце это Мгм. зеркало, это эфирная ДНК. Сейчас я посмотрю. Считывается дух безразличия к себе. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим события, когда этот дух попал в пространство Аллы впервые. Что это за событие на физике? Я вижу, что она маленькая девочка, упирается, 2 или 3 годика. Ее кто-то тащит за ручку, заставляет идти. Мгм. Это как бы мама. Да, это мама. Мама пришла вот к какому-то, вот как стол такой высокий, касса какая-то, что ли. А она там внизу стоит, девочка маленькая. Мгм. Так. Перед ней вот так, перед нею эта стена. Мама что-то там делает, пишет. И ноги мамы. Мгм. И она говорит, что чувствует себя угнетенной. И слышу, подлежащей. Ага. Она как будто бы, знаешь, под таким, как под столом. Вот, Ага. то есть она чувствует себя на полу под чем-то. Вот эта ситуация ее буквально, считывается, загнобила. Как напоминание этих контрактов. Да. Мгм. Так, Алла расторгла эти контракты. Пусть она зайдет в ее
с теперешним сознанием в тот момент и изменить эту ситуацию так, как она сейчас считает нужным, чтобы не впускать этого духа. Я вижу, что она дергает маму за юбку и показывает эту всю ситуацию, и мама берет девочку на руки и посадила ее вот так рядом с собой на стол. Ну, это в Так. Советском Союзе нельзя было делать. Это в Америке, например, сейчас я вижу, как с детьми обходятся. Дети– это самое главное. То есть детей можно и на стол, и туда, и сюда, куда хочешь. То есть все для детей сделано. В магазин заходишь, там они делают, что хотят, там для них всякие машинки, чтобы их возить по магазину. Вот, то есть все для детей. И вот она ее посадила вот так на этот стол высоко. Мгм. И вижу, как Хорошо. она выходит с этой ситуации, я ей как ангел, чтобы она уничтожила эту ситуацию и все остальные ситуации, которые послужили началом ее негативных программ, чтобы она простила маму, папу, всех учителей, всех, кто ей навязывал чужеродные убеждения, программы. Я вижу, как она махнула вот так, оторвала от себя этот дух Мгм. безразличия. Хорошо. И вижу, как она появилась снова на пороге этого Мемфиса, и она эту дорожку синюю, так она как радуга как-то, но синие и зеленые такие. Мгм. И она просто ее отвергла, и эта дверь упала в портал, уходит, и все. Я Мгм. ей передаю, чтобы она все очистила, выталкивала с ее личного и общего пространства любые напоминания о взаимосвязи с антимиром. Мгм. Ух ты! И в этот момент я вижу, как, она вот так, рукой, рука за руку в секторе первоисточника. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Так, Мгм. рационально Алла хотела отменить аборт, причины выкидыша и родить, и пусть родит свою ее дочь чистой. Пусть она по очереди исправит эти ситуации. Я вижу, как она на операционном столе и вытягивает ребеночка в таком сером мешочке. Мгм. Так, А, серый мешочек. Что это за энергия? Серый. я вижу, как через эту с ее нижних чакр, вот через эту девочку, ну, то есть эти программы вот как черные, угрожающие, вот этот М. дух на нее. И она в эфирном плане как будто бы вот так поворачивается и что-то бросает в этого духа, говорит: "Заткнись". Мгм. На А, подсознательном уровне, это он с ней это она разговаривает. духу Да, этому она кричала «заткнись». да. Понятно. Так, спроси, хочет она родить заново этого ребенка, ее дочь, чистой, и не передавать этому ребенку этих всех программ, родовых Я проклятий. Мгм. я ей передаю, что она сейчас, на данный момент свободна, чистая, и пусть она зайдет своей чистотой, своим теперешним сознанием в тот момент и отменит, неестественные роды на естественные роды по божественным конам и Мгм. родит, Иванну здоровой, чистой. О, и этот мешок с нее сходит серый, точно так же, как у нее. Вот так вот. Я передаю, что это ее ребенок, и пусть она наполнит своего ребенка энергиями радости, счастья, и эти чужеродные энергии пусть убирает.
Она это делает, и я вижу, как она свою девочку вот точно так же садит вверху, где Хорошо. сектор первоисточника, и Ну, закрывает эту дверь. Я ей говорю, чтобы она выходила с всех этих состояний, этих ситуаций, чтобы она их всех уничтожила на аннигиляцию и наполнялась сама и своего ребенка, потому что она в ее пространстве энергиями счастья, гармонии, здоровья, свободы. Мгм. Так, Виктория, вот эти дети, которые был аборт у нее, пусть она в эфирном плане родит. Они почему-то не проявляются. Мгм. А читай информация. Это одна и та же душа этой девочки Иванны? Это надо расследование делать, потому что сейчас я никакой информации по этому поводу нет. Да, ладно, Виктория, уже ты долго находишься в этом состоянии. Хорошо, Виктория, давай тогда это поднимаемся максимально вверх, поднимайтесь. Да. Посмотри на Аллу, как она сейчас выглядит. Ее энергосфера большая, правильной формы, но колючая. Мгм. Так, а что это за колючки? Считывается борьба. То есть нет еще такого, знаешь, Мгм. спокойствия. Я ей передаю, что мир, в котором она живет, он на самом деле очень добрый. Пусть она обратит внимание на свет первоисточника, потому что первоисточник, первотворец– это он гарант нашей свободы, защиты. И наша священная Вселенная– это мать, которая защищает и дает все необходимое. Пусть Мгм. она наполняется светом гармонии, счастья и убирает все чужеродные энергии, чувства вины, все, что мешает ей быть гармоничной, счастливой. Мгм. Да, пусть она передаст информацию о ее освобождении туда, куда она хочет. Она говорит в мой род, мою Мгм. семью. Хорошо, пусть она это сделает. Мгм. Хорошо. Спроси у Аллы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она говорит, да, она вот так сделала и взяла эту книгу, и вот так ее перенесла сюда, ну, от сектора миссии вот сюда, в Сектор правую будущего. сторону. Нет, в правую сторону, которая символизирует это правильный выбор. Вот здесь, в Мгм. этом секторе. Ну, хорошо, Виктория. Мгм. Тогда наполняемся энергией жизни, гармонии, света, процветания. Да. Прощайся с Аллой. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Да, все хорошо. Мгм. Все чисто. Хорошо. Замечательно. Я, Виктория, посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Как состояние ваше? Ну, всякое было. Какая-то радость ниоткуда и какая-то печаль. Такое вот смешанное все. Мгм. Сначала было какое-то такое, как радость, освобождение, а потом что-то накатило такое. Э, Подышать нужно, потому что Мгм. физическое тело, психосоматику никто не отменял. И когда вот, какие-то ситуации, то, эти блоки, они подходят, образно говоря, и напоминают о себе. То есть мы должны, понимать, что я у себя самый главный друг, помощник, и уметь себя, как говорится, развеселить, вытащить, с любой ситуации. Это кроме нас никто не сделает.
Вот. И я видела, что вот это особенно что-то связано с блокировкой из-за этих потерь детей. То есть это нужно хорошенько продышаться, попрощать, потому что такие тяжелые блоки, они уходят не с первого раза, они даже не Мгм. раскрылись. Они даже не раскрылись. То есть над этим еще нужно работать, прощать себя и так далее. То есть, возможно, подсознание не готово принять какую-то мысль. То есть нужно проговорить, прописать, продышать. Мгм. Потому что мы, это работа подсознания. Оно, с одной стороны, как бы бережет нас от стресса, потому что человек не может долго находиться в стрессе. А с другой стороны, ну, это нам вредит, потому что мы заблокированы от тех ситуаций, которые обязательно нужно решить, потому что это как бомба медленного действия. И обычно она разрывается в неподходящий момент. Поэтому не давать себя как бы опустить энергетически. Вы расторгли контракт, все хорошо. А ну да, нужно принять мир таким, какой он есть. Да, он такой, как он есть, жестокий, несправедливый. Я тоже делала там какие-то нехорошие вещи. Это я сейчас понимаю, что это было плохо. А тогда я не понимала, поэтому я себя прощаю, принимаю себя и мир таким, какой он есть. Я не могу все контролировать. То есть вот эти такие раздумья вот в таком ключе должны быть. Я не могу все контролировать, посылаю свое теперешнее сознание в те ситуации. Вот. И работа, работа, и работа. Я сегодня уже проснулась и уже смеялась. Насколько эта работа интересно происходит. Даже физиологические какие-то моменты начинают быть понятными. То есть Да, то, что очень я много делаю, открывается. да. Ну, сколько лет я уже занимаюсь собой. Поэтому это все придет, и все будет хорошо, и уже все хорошо.